Ну вот, приступим. Здравствуйте. Ну вот сейчас я учусь на разработке на платформе STM32, и вот первым делом я решил научиться подключать датчики по OneWire. То есть я выбрал DHT11, это датчик влажности температуры, и хотел подключить его к STM32. Но никаких гайдов я на русском языке не нашел, вот на ютубе точно. То есть я там находил статьи, но они все были на английском. Я, собственно, на базе одной из таких статей и делаю свое видео. Вот поэтому давайте исправлять. Ну, первым делом прочитаем даташит. Вот так вот выглядит датчик. И, как по схеме видно, у него по линии данных идет подтяжка наверх. Но мы это делаем настроением микроконтроллера. Снаружи ничего подключать не надо. Так, данные, то есть он передает следующим образом. Пакет 1 это 40 бит. Тут 8 бит и 8 бит это старший и младший байт, а RH это что? Это влажность. И то же самое с температурой. И последние 8 бит это контрольная сумма. Так, вот тут на схеме видно, как он передает свои данные. Да. Сначала микроконтроллер присылает сигнал на старт. Дальше он подтягивает шину наверх и ждет ответа от датчика. Датчик DHT тоже подтягивает, то есть прижимает шину вниз, делает такой один пик, и потом уже начинает передавать данные. Вот в каком формате он передает данные. Сначала он на 50 микросекунд прижимает к земле, потом отпускает на, например, 28 микросекунд, если это 0, и на 70 микросекунд, если это единица. Ну, потом, соответственно, начинается с этого момента все то же самое вот тут. И старт нужно отправлять на него, то есть вот этот момент рассматривается вот тут. То есть 18 миллисекунд микроконтроллер прижимает к земле, потом на 20-40 микросекунд наверх. И дальше уже ждет ответа. Поэтому давайте это программировать. Создаем новый проект в STM32Cube IDE. Я это делаю на отладочной плате. Называется Nucleo F401RE. Вот. Я выберу язык C++. Я ни то не знаю, но вот мне как-то привычней. Project Name. Я делаю на плате, поэтому выбираю DAM. Так, продолжаем. Сейчас, к сожалению, сервера STM32, насколько я понял, блокируют соединение с Россией, поэтому вот я VPN подключил. Так, вот, видим такое меню. И на порте, где у нас подключен датчик, у меня это PB6, выбираем output. Также сдам лейбл. Я считаю, все. Тут вроде больше ничего трогать не надо. Генерируется код. Так, ну и давайте сразу тут зададим в core. Header. DHT-H. И вот тут зададим C-файл. Source, то есть. Да. Тут делаем вот так вот и включаем HAL, чтобы все функции работали. HAL. Сначала пишем header файл. То есть первым делом нужна структура, чтобы хранить данные влажности и температуры. Вот сейчас все сделаем. Вот. И опишем функцию, которая получает данный датчик, записывает в эту структуру. Указать на структуру. Вот так вот. Собственно, все. Теперь переходим к C-файлу. Ну и первым делом давайте реализуем вспомогательные функции. Это настроить этот спин как выход и как вход. Мы просто возьмем отсюда из main файла, из функции инициализации GPIO, вот, настройку DHT pin. И вот тут еще вот это берем. Так, то есть тут мы делаем это как input, получается, нам нужно тут заменить это на input. И тут надо поставить pull-up по даташиту. Все. Делаем логичную функцию для того, чтобы настроить его как выход. Ну, то есть просто накопируем все отсюда. Вот.
Сейчас давайте создадим функцию для задержки в микросекундах. Я на самом деле еще учусь, поэтому я не до конца понимаю, как эта функция работает, я просто ее скопирую. В описании к видео я тоже это добавлю. То есть тут это функция для настройки, таймера, насколько я понимаю. А тут это... А тут вот. А тут вот происходит сама задержка. Теперь давайте опишем функцию старта датчика. Сделаем, чтобы она возвращала байт для того, чтобы понять, успешно старт произошел или нет. Так, ну первым делом мы настраиваем наш пин как выход, как output, и на нем мы подаем единичку, то есть нолик. И на нем подаем 0. Также пишем тут в дефайнах. Вот так вот, то есть тут можно просто менять на свои. Вот мы прижимаем шину к земле на 18 миллисекунд. Тут это миллисекунд, поэтому используем просто hold delay. Дальше мы поднимаем ее на 20-40 микросекунд. И теперь выставляем ее как вход. Делаем задержку. То есть получается вход, но когда мы выставляем ее как вход, мы фактически ее тоже поднимаем, потому что у нас подтяжка наверх. И тут, соответственно, можно подождать, например, может 50-60 микросекунд и считать вот в этом месте по времени высокий уровень, низкий. Поставим 60. Так, теперь читаем. Если у нас это низкий уровень, получается у нас мы вот в этом месте находимся, и нам еще нужно через, ну, допустим, 90, допустим, 100 микросекунд посчитать. Если у нас вот это равно единице, то у нас респонс положительный, иначе отрицательный. Лучше зададим эту переменную. И по умолчанию она будет равна 0. Тут же мы ее возвращаем. И получается вот тут начинается передача данных, поэтому давайте не будем ходить с функцией, пока мы не считаем вот тут низкий уровень сигнала. То есть это while. Ну, фактически вот это. То есть у нас такая бесконечная функция, пока тут не будет 0. Так, это у нас функция старта, и она же принимает ответ от датчика, рабочий он или нет. Теперь запишем функцию, которую мы описываем в header файле, вот эту getData. Первым делом нам нужен какой-то респонс. Первым делом нам нужно понять, работает ли датчик, поэтому создаем переменную response, присваиваем значение от функции start, и эта функция одновременно инициализирует отправку данных. Дальше у нас, как идет отправка? Так, RH, TT, так вот. Ну, аналогично с температурой. И дальше контрольную сумму. А контрольная сумма — это у нас, получается, сумма всех предыдущих байтов. Проверяем правильность пакетов, то есть if если это правда, то мы записываем в поля структуры dash значение температуры и влажности. У нас получается вот это первый бит, вот это второй, то есть нам нужно вот это сдвинуть на 8. И тут мы делаем или с T2. Получается вот так. Тут логично только с RH. Вот, и теперь нам осталось реализовать только функцию readData. Она возвращает limit 8t. Доход он ничего не понимает. Так, тут делаем какой-нибудь байт значение. Дальше у нас как идет отправка данных. Прижимает к земле на 50 микросекунд. Потом вот столько, если это 0, и вот столько, если это единица. Всего 8 раз так. То есть цикл. Ждем вот такого прижатия к земле. Так, получается, прижатие это 0, значит, нам нужно вот так вот. Получается, вот тут если это 0, то он не пройдет, если это единица, он будет крутиться так в цикле. Дальше
Мы ждем примерно... Так, все, что я сказал, это фигня, вот тут должен быть восклицательный знак, потому что мы ждем на самом деле вот этот фронт восходящий. То есть, как только это единица, вот мы начинаем отчитывать время. Делаем delay, допустим, на 40. Дальше проверяем. Если это единица, то мы записываем сюда единицу, соответствующую виду этого вала. То есть это сначала 8 нулей, и у нас 0. Допустим, тут у нас нужна единица, то есть нам нужно это сделать битовое или с единицей сдвинутой на 0, получается, на первом месте, да? 1 сдвинутый на 0, то есть вот так. Нет, неправда. Тут у нас получается 8 единиц, у нас начинается это со старшего, то есть мы первое сдвигаем на 7. То есть у нас получается битовая... нужно было просто паузу нажать, ну ладно. Значит, продолжаем. Битовая или единица сдвинута на 7 минус и. То есть в этом положении и 0 это 7. Если это 7, то есть максимальное значение и, это сдвинуто 0, то есть на первом месте, все нормально. Иначе нужно записать как-то 0. Это что получается? Это получается битовая и с... тоже сдвинуты на 7 минус и. Ну, получается, как будто и так достаточно, тут поскольку изначально все 0. Вот, мы по умолчанию его 0 сделаем. Но для верности может его еще перевернуть. Вот так вот. Когда у нас будет тут, допустим, 1-1, у нас будет вот такая маска. 1, вот мы хотим вот в эту единицу 0 написать. Такая маска 1-1-1-1, 1-0, 1-1. Тут это и, то есть это 0-0. 0, да, тут у нас это и, то есть это будет 0-0, 0, 1 и дальше по нулям. То есть тут единица в 0 превратилась. Вот. Так, ну и дальше мы возвращаем вот это значение. И дальше нам снова нужно ждать, пока сигнал спадет, то есть вот до этого момента. Да, следующего бита. Только у нас падает, это до восклицательного знака. Вот. Тут будет 0, тут будет 0, и это перестанет крутиться в цикле. Получается все. Давайте проверим код. Вот тут я могу постановку поставить. Подключаю сейчас плату. Project build. О, какая-то ошибка. Unknown type name. Так, конечно, пин называется. Давайте просто пин поставим. А тут поставим порт просто. Тут, соответственно, тоже. Пин. Дальше порт, пин. Вот у меня тоже была такая ошибка, когда я отрабатывал. Пофиксился вот таким образом. Так, вот таким. Да, не тут. У нас, насколько я помню, тоже синтаксис создали структуры, но какой-то другой, чем-то он отличается. Так вот. Так, все, значит, у нас собралось, теперь запускаем в дебаге. Так, ну вот так это все выглядит в железе, так сказать. Тут у меня плата Nucleo F4. Дальше сверху на ней плата от амперки, подстройка модуля. И вот стройка модуль датчиком. Достаточно удобно так собирать. То есть вот он у меня подключен на 10 пин. Как можно видеть на схеме, 10 D10 это PB6, то есть порт B6. Вот сразу откроем структуру эту. И тут уже пошли какие-то данные. Ну, это просто мусор пока. Начинаем. Ой, это же не то. И теперь осталось записать в мейне только, все. Что-то забыл я. И теперь осталось только написать в мейне. Сюда добавляем header файл. Дальше, как у нас это будет происходить? Создаем структуру. Передаем ссылку на нее. И делаем задержку на примерно 3 секунды. И еще нам нужно инициализировать таймер, который у нас... Вот эта функция. Это для того, чтобы был таймер в микросах. То есть в микросекундах. Получается все. Попробуем запустить. Сейчас плата подключена, посмотрим, что будет. Давайте добавим. Так, попробуем запустить. Открываем. Вот, точка остановилась. И что смотрим? У нас респонс 1, то есть датчик обнаружился. Это у нас 5.0 и 25.0, то есть что-то у нас получается 50. Я это так интерпретирую процентов влажности, хотя по сути это должно быть и 25,0 температуры. Вот. Так, соответственно, температура почему-то неправильно записалась. Да. Давайте еще раз попробуем. Вот сейчас я подержу палец на датчике. Он не быстро поднимается, то есть
Это нормально. Вот, 25,1. 25,3. Так, а вот тут у нас что-то не то пошло. Почему-то это изменилась влажность. Вот, у нас получается 26 градусов с половиной, 6,0. Уже 26,7. Так, ну тут, чтобы температура отображалась хоть как-то, пусть это будет просто Т1, а влажность, ну, по сути, это есть RH1, потому что RH2 все равно, насколько я понял. То есть вот имеем влажность 6 до 60% и температуру 27. Вот мы в мэне получили эти значения. Ну теперь можно делать с ним что угодно. Вот, ну надеюсь, было понятно. Значит, надеюсь, было понятно. Я на данный момент только учусь, поэтому если есть у меня какие-то ошибки, я буду очень рад, если вы мне об этом сообщите.